Мы сегодня вечером посидели с друзьями в Пиросмани, хорошо поболтали, так сказать, напоследок, на дорожку. А, Антон с Катей, с Макаром, Ваня с Наташей, с Аришей. Обменялись теплыми словами, действительно все было хорошо, и мы пришли домой с таким впечатлением, что вот мы за день до этого, в принципе, с вещами все порешали, с Лешей отправили все вещи, которые мы с собой не возьмем, а остальное положим в багаж. У нас 5 чемоданов, рюкзак и плюс там еще чуть-чуть как личные вещи можно использовать. Но нам этого не хватает. Это просто катастрофа. Мы не знаем, что делать. Мы все прям вот сдули воздух, положили, все. Вроде по объему укладываемся, по весу, но не проходим. Ну вообще никак. Мы не понимаем, что делать. Ребят, время 8, представьте, а мы все еще мучаемся с вещами. Мы все еще взвешиваем их. Одни, вторые. Вот чемоданы такие. Это просто какой-то кошмар. Мы докупили багаж еще экстра за $200. Это просто ужас какой-то. У нас ничего не влезает. Ну вот вроде сейчас пазл сошелся. Но это прямо кошмар, честно. Это ни разу вообще не похоже на какое-то путешествие. Это самая худшая ночь в моей жизни. Ужас. А это мы вот идем провожать наших друзей, наших ребят. Вот. Они сегодня улетают. Сейчас раннее утро мы идем им помочь с вещами. Ну и вообще проводить в аэропорт. Вот. Очень грустно, с одной стороны, так как мы не только сдружились, мы еще и сроднились, мне кажется, пока мы здесь целый год жили в Батуми. Практически ровно год, потому что мы уехали из России 26-го, а сегодня уже 21-й. Вот. Что хочется сказать? Это был классный год, но думаю, впереди еще больше всего интересного будет. Поэтому ребятам желаю, чтобы все их сбывались мечты. Вот. И начинания прежде всего. Мы остаемся здесь. Дальнейшая наша судьба неизвестна. Может быть, мы будем жить здесь, а может быть, мы будем жить еще где-то. Ребята уже в Батуми в ближайшее время жить не будут. Вот. Поэтому немного жаль, но очень рад. Я, по крайней мере, за ребят, за своих. Все, чтобы не получалось. Ну все, ребят, время 8 утра. Нам пора выезжать из квартиры, которая действительно стала домом последние больше, чем полгода. Нам надо двигаться дальше. Немножко грустно расставаться, но так надо. Квартира классная, конечно, была. И место хорошее, и друзья под боком. Все было замечательно. Это был лучший год в моей жизни. Куча вещей. Все, что нажито непосильным трудом. Давай, вези туда уже. С овощником нашим попрощались. Нахвамдис. А что с лицами? Веселые? Я бы не сказал. Да, мы до аэропорта добрались. Впервые я им воспользуюсь. Не на прилет, да хотя бы на вылет. Это должно быть красиво. И вот у нас спросили обратный билет. Спросили? Да. Да. Мы показали, что в Уругвае, она прям посмотрела.
Даже здесь уже справились? Здесь, да. Ладно, Санюк, Давай, братец. вам удачи, хорошо долететь, хорошо вам там обосноваться. Да слушай, сейчас долетим, сразу созвонимся. Все напишешь, правда у нас ночь будет. Давай. Да, по видео. Все будет, я думаю, отлично. Колеса, на колесах. Это вообще. Друган мой, Макареша, ты друг мой или нет? Давай. Пока, дорогой. С Дашей попрощаешься? Что-то ты потерялся. Давайте, ребятушки. Давайте, все, пока. Ладно. Пока-пока. Мы прошли все контроли, мы в зале ожидания. Я, честно говоря, очень сильно устал. У меня просто смешанные чувства. У меня какая-то тоска. Мне очень грустно покидать Батуми, расставаться с Антохой на долгое время. При этом я очень устал, потому что мы за ночь спали минут 15. Я спал, Даша вообще, по-моему, не спала. И еще мы все продумали, все прям вот проработали. И когда уже выходили, затаскивали чемоданы в лифт, в какой-то момент лифт просто взял и закрылся с 2 чемоданами. И я, честно говоря, я сильно испугался. Потому что, несмотря на то, что мы прорабатывали эту всю поездку, просто лифт мог вообще решить все. Я начал звонить в сервисную службу, в лифтерскую. Там, естественно, все спят, ничего не отвечает. Кнопку нажимаю, ничего не происходит. Но через какое-то время действительно получилось нажать, и он открылся, слава богу. Вот. Мы приехали в аэропорт. Грустно прощаться, конечно. Ненавижу прощаться. Если резюмировать, то это был офигенный год. На данный момент это был лучший год в моей жизни. И большую свою главу под названием «Грузия», я пока закрываю, переворачиваю страницу, и мы двигаемся дальше, потому что впереди очень много интересного нас ожидает. Большие планы, большие надежды. Все будет классно. Следите за развитием событий, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и обязательно поставьте, пожалуйста, лайк и напишите какой-нибудь комментарий, потому что именно это продвигает видео. А Грузия – это любовь. Пора. Гюнайдин. Так по-турецки звучит «доброе утро». Мы в Стамбуле. Время действительно утро. У нас длительная пересадка, аж целых 24 часа. Поэтому багаж мы вроде бы даже не получаем, а сразу направляемся в город, заселяемся в отель. Мы просто не спали всю ночь. Поэтому первым делом хочется поспать, отдохнуть немножко. Но плюс у нас есть несколько дел, и хочется очень погулять по городу хотя бы один день. Аэропорт Стамбул один из самых больших в мире и является транспортным хабом для многих направлений.
Сам Стамбул — это 15-миллионный мегаполис, который находится на проливе Босфор, соединяющий Черное море и Средиземное море. Это просто очень значимое место, именно как географически и стратегически. Шикарная просто погода здесь, шикарная культура, естественно, обалденная еда. И тут просто можно каждый день что-то новое смотреть и изучать, и даже недели будет мало. Проверено. Аэропорт Стамбула правда гигантский, по нему идти можно очень долго. Ну, я видел тоже подобный большой аэропорт, но чтоб вот так вот машина ехала. А еще здесь прям внутри можно арендовать самокат, потому что идти пешком реально устанешь. В общем, гигантские масштабы. Ребят, я что-то упустил момент. А что, в Стамбуле метро провели до аэропорта? Просто раньше можно было уехать только на автобусе, там, и такси. А сейчас какая-то вывеска метро. И докуда можно доехать? Мне даже интересно стало. Надо будет разведать эту историю. Ну, а мы тем временем ищем автовокзал, с которого отправляются автобусы в разные части города. Я заранее зашел на Яндекс.Карты и посмотрел. Так, подождите, да, сюда. И посмотрел, как добраться. В общем, нам надо всего лишь спуститься в самый низ. Вот как показывают стрелочки. И мы окажемся на станции автобусов. Идем к определенной стойке и ждем определенный автобус, который едет именно в тот отель, куда нам надо. Вот прям туда. Автостанция находится под землей, спуск к ней на траволаторах. С поездки в Стамбул 2 года назад у нас остались ездинки, ну эти карточки транспортные. Мы их нашли, пополнили, вроде бы получилось. И все, сейчас без проблем доедем, надеюсь. В прошлый раз просто мы зависли на этой автостанции, потому что не было в продаже этих транспортных карт, и мы никак не могли уехать. Я, кстати, не помню, чем это разрешилось, но как-то мы уехали. Купили одноразово. А, Для поездки, что ли? ну, может быть. Вот. Ну, по крайней мере, сейчас мы обеспечены карточками. Да, ребят, мы добрались, но мы не живем в самом Стамбуле, мы живем в его пригороде, Арнавуткёй называется. Буквально минут 20 на автобусе, и мы на месте. Сейчас будем заселяться и решать наши вопросы оставшиеся. Ну, ребят, мы нашли гостиницу, нам дали ключи от номера, мы заходим, а там вот такое. Вот так вот. Как бы ничего бы не упало бы ночью. Розетка выдрана, это тоже еле держится. Надо, мне кажется, пойти пообщаться с ним. Ну, в общем, поменяли нам комнату на более такую приличную. Правда, вот окно не открывается, а запашок такой, как будто здесь долго курили и не проветривали. Ну, сейчас куревом пахнет только старым каким-то, вот то, что въелось. Вот, а так кровать, маленький шкафчик, окно, рабочий стол и небольшая ванная комната с душевой кабиной. В общем-то и все, ребят. В общем, сил реально нету. 15 минут спать за ночь — это просто кошмар. Поэтому мы сейчас на пару часов подремать. Все-таки надо подзарядиться немножко. Мы поспали пару часиков, и, честно говоря, стало намного лучше. Ну, мне, по крайней мере, да. Тебе как, Даш? Ну, полегче, но голова болит точно. Ну, конечно, у нас режим спит. Ночью толком не спали. Вот. Но мы решили, что все-таки мы поедем в центр Стамбула. Когда еще мы побываем? Хочется хотя бы чуть-чуть, но зацепить, посмотреть, погулять по знакомым местам. Поэтому идем на остановку и на автобусе поедем.
Мы ехали на этом автобусе часа 2, наверное. Стамбул, конечно, огромный. Нет, он просто гигантский город. Добрались до Галатского моста и решили на набережной сесть, отдохнуть немножко, поесть, потому что мы за сегодня ели только один раз. Это было утром в самолете. Как-то очень хочется все-таки вкусить чего-нибудь из турецкой еды. Разбавить этот вечер бокальчиком турецкого эфеса. Мераба, Истанбул. Кажется, уже все готово. Сейчас покажем. Вот такую красотищу нам принесли. У меня Адана кебаб. Это из баранины кебаб с рисом, соусом и овощами. И даже какие-то морепродукты, спрингроллы, картошечка фри. В общем, объединение. Я скучал по Стамбулу. 2 года мы здесь не были. По ссылке, кстати, можете посмотреть. Там шикарнейший сезон был. Мы побывали в Стамбуле, в Каппадокии, на побережье Средиземного моря, в Кемере. И вернулись в Стамбул. Короче, это было путешествие вообще просто пушка. Сегодня мы здесь на 1 день. Буквально сейчас погуляем немножко и уже поедем в отель спать. Потому что назад ехать, видимо, тоже часа 2. Капец, мы летели столько, сколько ехали по городу. Обалдеть. Ребят, сильно много рассказывать про Стамбул не буду. У меня этому посвящен отдельный сезон. Но просто хочу напомнить, что здесь, на Галатском мосту, очень много рыбаков. Притом, они не только на Галатском мосту, а такое ощущение, что мужчины здесь, в принципе, повально увлекаются рыбалкой, а не работой. Потому что каждый день, в любое время дня, вечера, ночи, у любого места возле воды всегда стоят рыбаки. Естественно, это общение друг с другом, это хобби, вот. Но для туристов это еще и красивая картинка, потому что очень много чаек вокруг них. Вот, поэтому, если вы заядлый рыбак, ну, приезжайте, посоревнуйтесь с местными. Здесь, в центре Стамбула, конечно, обалденная атмосфера. Сильно пахнет рыбой от рыбных ресторанов. Турки жарят каштаны. Кстати, если не пробовали никогда, обязательно попробуйте. И напишите, вот, какие у вас ассоциации с этим. У меня прям одна прямая ассоциация. Мне это напоминает вкус печеной картошки. Доброе утро! Времени 7:30 утра. Мы в Стамбуле. Собрались, помылись. На завтрак съели чудеснейший стамбульский десерт чизкейк Сан-Себастьян. Это как жареный чизкейк, ну, печеный. И все, мы уже на остановке, ждем автобус. Прямой автобус до аэропорта. И покидаем этот континент. Удивительное ощущение. Отель, в котором мы жили, находится прямо за мной. Это Skylon отель, Skylon Airport. Честно, не понравилось. За $30. Там вообще где-то там дыры в потолке были в номере, где-то розетки вырваны, где-то раковина течет. В общем, того не стоит. Но по месторасположению до аэропорта удобно. А от центра, ну, чтобы вы понимали, мы вчера по пустому Стамбулу ехали 2 часа. 2 по пустому городу. Стамбул огромный, конечно. How are you? I'm fine. Nasılsın? Да, господа, 20 минут, наверное, и мы в аэропорту, практически без остановок, очень удобно. Поэтому еще раз, если вам нужно
не долго жить в Стамбуле, а провести буквально там одну ночь и на следующий рейс, это все-таки хороший вариант жить рядом с аэропортом. Ребят, напоминаю, что аэропорт очень большой и настолько, что у него есть целые крылья, блоки, да, вот блок G, HS, AE, F. Это все целое отдельное, можно сказать, крыло, от которого уже идет ответвление. То есть там огромная система вообще вот этих адресов. Вот мы сейчас идем к табло, чтобы посмотреть, откуда вылетаем мы, и пойдем искать. Тут реально полчаса можно идти. Вчера мы примерно столько и шли. Вот от самолета до выхода до автобуса примерно полчаса. А вылеты, ребят, смотрите, вылеты каждую минуту. Вон, допустим, 13:35, 13:35, 13:40, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 50, 55, 14, 00, 00, 00, 00. Короче, просто в одну минуту с разных, видимо, полос взлетают просто большое количество самолетов и столько же еще и садится. И вот в этом всем мы нашли свой рейс. Вот он. Сан-Паулу, Буэнос-Айрес. Все, идем в EFG. Да, слушайте, быстро на самом деле все можно тут пройти. Мы, наверное, за 5 минут прошли и паспортный контроль, и досмотр. В общем, все, мы в нейтральной зоне. Официально мы уже не в Турции. Сейчас погуляем по Duty Free, посмотрим, посидим, подождем наш рейс. И все, ребят, все. Вот я говорю, сейчас вот мы в 5 часах от родины. А буквально через пару часов мы просто покинем этот континент. Будем очень далеко. Очень далеко. Не укладывается пока в голове. Да, это самое дикое решение наше, да, наверное, за всю жизнь. Сперва переехать жить в другую страну, в Грузию, а потом вообще вот так. Вообще переехать. Непонятно куда. Это интересно. Смотрите, мы какую штуку тут раздобыли. Бесплатный Wi-Fi. Достаточно показать туда свой паспорт. Он сканирует данные и выдает тебе пароль. Вот все. Прикольно. Сейчас подключимся. Ну все, пароль он выдал, будем подключаться. Удобно. Проверяем. Бинго! Сработало. Очень удобная штука, пользуйтесь. Да, ребят, именно этот самолет выполнит трансатлантический перелет до Буэнос-Айреса с дозаправкой в Бразилии в Сан-Паулу. Через 18 часов я ступлю уже на землю Южной Америки. Ну, видать, схема рабочая, все знают. Они сперва посмотрели на наши красные паспорта, сказали: о, русские. А потом спросили Дашу, не беременна ли она. Она сказала: да. Спросили, на каком сроке, попросили справку. Вот, в общем, все понимают. Забавно. Вот, но все хорошо. Самолет классный прям. Я прям хотел именно на таком полететь, чтобы вот экранчики, все красивенькое, всякие цифровые табло. Правда, я что-то делал на двухэтажном, но не в этот раз. Мне уже нравится. И у нас тут соседка ушла куда-то, и у нас 3 места на двоих. Почти что наелись или чего. Ребята, я в таком самолете первый раз лечу. Проводница, стюардесса, в общем, принесла сумочку. Во-первых, она пломбирована была. Пломбу сорвал, открываем. А тут, значит,
Маска для сна. Тапочки. Смотрите, мягкие, хорошие. Ну, это не прям, это не отельные одноразовые, это прям, ну, хорошие одноразовые. Ребята, это носочки от Turkish Airlines. Очень, кстати, приятные на ощупь. Беруши. Это мы оставим, Дашке пригодится, когда я буду сладко посапывать ночью. И зубная щетка с пастой. Представляете, это такая милота. И меню. Меню? Что, серьезно? То есть, типа, тут можно еду заказать еще. Можно йогурт с медом, сыр, скрэмбл экс, ну, болтунья, в общем, с турецкой ветчиной, сыром и помидорами. Так, еще и в любое время биде, это сэндвич с сыром. До посадки еще какой-то салат можно, хумус. Я считаю, это прям фантастика. Вот так летать вообще круто. Я тут недавно вспоминал, что хорошо, когда тебе воду приносят, а тут вот такое. Вот это уровень, господа. Нам принесли завтрак. Я вообще поражен. Во-первых, приборы. Настоящие металлические приборы, а не пластиковые, вот эти беспонтовые. Булочки прям горячие. Это вот выпечка. Все красиво. Вот там вот яичница, сейчас покажу. А принесли свежий хлеб. Вот я его пополам разрезал, масло намазал. Тут же яичница с ветчиной и с помидором. Салатик и какой-то десерт. Заказали еще чай. Это прям вообще, мы так есть хотим, это так вкусно выглядит. Все, долетаем. Чего начнем? Фишки. Кстати, когда заходили на борт, вышел шеф-повар, прям в колпаке был. Я понял, что все будет хорошо. Нормально. Ребят, если что, я вам этого не говорил. Можно на борту попросить белого французского вина. Ну и почему бы и нет. За нас, за вас и за перелет над Атлантикой. Кстати, сейчас мы уже летим над Африкой. Скоро выходим над открытым океаном. Что, мы летим уже 12 часов. За это время несколько раз поспал, посмотрел один сериал, один фильм. Несколько раз поели. Мы перелетели Атлантику. И сейчас подлетаем к самому большому городу в Южной Америке. Это Сан-Паулу в Бразилии. Около 15 миллионов человек. Очень высокая плотность населения. Но выходить в этот город не будем, у нас дозаправка. Проведем там 1,5 часа и летим дальше в Байрес. Добро пожаловать в Бразилию. Пересадка длилась почти 1,5 часа. У нас прибрали салон самолета, поменялась команда стюардов. Вышли люди, которые летели до Сан-Паулу, зашли новые, которые до Байреса полетят. У нас появилась соседка. Вот, лафа закончилась. Ну, посмотрим, может быть, когда взлетим, как-нибудь отсадим. Вот. Ну, дела такие. Сейчас еще 1700 километров до Байреса и на месте. Ну что, почти 5 утра по Стамбулу. Это значит, что мы летели очень долго.
ну что-то типа 18 или 19 часов. И на подлете я увидел, что это огромный город, огромный просто. Он такое ощущение, что одноэтажный, где-то, ну, в основной своей массе. Очень большая площадь. Так что, ребята, мы в Южной Америке, Аргентина, Буэнос-Ночес, Буэнос-Айрес. Ну все, ребята, теперь мы точно в Аргентине. Ура!